Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 300 спокойных фактов, которые помогут уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Один из самых дорогих в мире сортов кофе Копи-Лювак производится с помощью небольших зверьков, азиатских пальмовых цвет. Они поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зерна мякоть и экскретируют косточки, зернышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Особая яркость вкуса кофе Копи-Лювак объясняется свойствами желудочного сока цвет, в состав которого входит цибетин. 2. В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бейтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафс Тауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод, объявил о создании суверенного государства Силанд и провозгласил себя князем Роем I. Через 2 года британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли патрульные катера, и княжеская семья ответила предупредительными выстрелами в воздух. В ходе судебного процесса по этому поводу против Бейтса, как британского гражданина, судья признал, что дело находится вне британской юрисдикции. Сейчас Силанд имеет свой флаг, герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но не признан ни одним другим государством. 3. Индеец по имени Джеронимо в течение второй половины XIX века с небольшим отрядом воинов был постоянной проблемой для американской и мексиканской армий и прославился своими отвагой и неуловимостью. В фильме 1939 года его герой, скрываясь от погони, прыгнул с крутого обрыва в реку со своим именем на устах. Посмотревшие фильм американские десантники решили для удачи выкрикивать Джеронимо в момент прыжка из самолета, и эта традиция сохраняется до сих пор. 4. На заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела велосипеды своего цвета. 5. В группе из 23 и более человек, скорее всего, то есть вероятность превышает 50%, найдутся двое, отмечающих день рождения в один и тот же день. 6. Кефир родом с Кавказа, а его закваска передавалась с давних времен по наследству. По одной из версий, только в начале 20 века русским молокозаводчикам удалось выманить несколько горошин и начать производство своего кефира. Основная микрофлора кефирного грибка представляет собой сложный симбиоз нескольких микроорганизмов, и до сих пор его не удалось повторить искусственно. 7. Кубинский поэт Хулиан дель Касаль, стихи которого отличались глубоким пессимизмом, умер от смеха. Он ужинал с друзьями, один из которых рассказал анекдот. У поэта начался приступ неконтролируемого смеха, что вызвало скоропостижный уход из жизни. 8. Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту лактазе, который изначально вырабатывался только в организме грудных детей, чтобы пить материнское молоко. Однако некоторые люди имели, так сказать, дефект, благодаря которому фермент вырабатывался их кишечником всю жизнь. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество среди жителей Северной Европы, ощущавших недостаток кальция и витамина D. Постепенно этот ген распространился, и сегодня число жителей североевропейских стран с непереносимостью лактозы не превышает 10%. А у китайцев, жителей Юго-Восточной Азии, Африки, американских индейцев этот показатель выше 90%. 9. В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. 10.
В 1816 году в Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода, и он вошел в историю как год без лета. Причиной стало извержение годом ранее вулкана Тамбора на другом конце земного шара, индонезийском острове Сумбава. Этим же летом писательница Мэри Шелли отдыхала с друзьями на вилле. Из-за плохой погоды они часто оставались дома и устроили конкурс на написание жутких историй. Так появился знаменитый роман Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». 11. В 1770 году венгр Вольфганг фон Кемпелен сконструировал шахматный, так сказать, компьютер. Аппарат в виде шахматного стола и механического турка, передвигавшего руками фигуры. Аппарат выигрывал большинство партий, среди поверженных были и Наполеон с Бенджамином Франклином. Множество ученых ломали голову над принципом работы турка, и лишь через 50 лет разоблачили обман. Под столом скрывался живой оператор машины. 12. Дерево Копефера лэнгсдорфии, найденное в тропических лесах Бразилии, содержит сок, который можно сразу использовать в качестве дизельного топлива. Одно дерево дает примерно 50 литров топлива в год. Широкомасштабное его выращивание для этих целей невыгодно, но частные фермеры вполне могут покрыть свои потребности от сада таких растений. 13. Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровых кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Начало такой вере было положено во Вторую мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили публикации в прессе о том, что подобное видение – результат морковной диеты пилотов. 14. Для зимних поездок Ленина в горки и на охоту один из его Роллс-Ройсов был поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось еще до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрисом. Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссобалты. 15. Слово «зонтик» появилось в русском языке из голландского именно в таком виде. Уже потом оно было воспринято в народе как уменьшительно-ласкательное, и для больших зонтиков стали употреблять слово «зонт». 16. Томас Эдисон пытался разработать вертолет, который должен был работать на порохе. Серия взрывов, разрушивших часть фабрики Эдисона, заставила его прекратить эксперименты. 17. Экспортное название автомобиля «Лада Калина» для Финляндии было «Лада 119», так как в переводе с финского «калина» означает треск, грохот, дребезжание и стук. 18. Принято считать, что Наполеон был очень маленького роста, 157 сантиметров. Такая цифра получается, если перевести в метрическую систему величину 5 футов 2 дюйма. Однако в то время футы были не только английскими, практически в каждой стране футы отличались. Если перевести из французских футов, рост Наполеона составляет 169 сантиметров и является средним для его эпохи. 19. В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до XVIII века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. 20. Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской классики, очищенной от непристойностей и сопровожденной комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавелся детьми. 21. Массовый туризм в Таиланде зародился благодаря войне во Вьетнаме, когда страна стала играть роль тыла для американских солдат.
Здесь располагались крупные военные базы, а также места для отдыха военнослужащих США, находящихся в отпуске. 22. Название компании 1С было вначале названием ее собственной поисковой программы, не более 1С, иными словами, 1 секунды, требовалось для получения нужной информации. 23. На всей территории Татарстана действует московское время, а в соседней Башкирии время уже на 2 часа больше. Поэтому несколько постоянно действующих мостов через приграничную между этими республиками реку Ик, шутя, называют самыми длинными. 24. Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем детстве, когда на ее комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. 25. Во время Первой мировой войны инженер Лебеденко спроектировал и построил бронированную боевую машину с колесами диаметром 9 метров, способную нести на себе пулеметы и пушки и названную позже «Царь-танком». Повышенная проходимость была доказана на испытаниях, машина ломала березы, как спички. Однако задний управляемый каток, в силу своих малых размеров и неверного распределения веса машины в целом, почти сразу после начала испытаний увяз в мягком грунте. Также испытания выявили значительную уязвимость машины при артиллерийском обстреле. Вплоть до 1917 года танк стоял под охраной на месте испытаний, но затем о машине забыли, а в 1923 году разобрали на металлолом. 26. Лев Толстой скептически относился к своим романам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил Фету письмо «Как я счастлив», что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану. Запись в его дневнике в 1908 году гласит: «Люди любят меня за те пустяки, война и мир и тому подобное, которые им кажутся очень важными». 27. Во время бурного развития стоматологии в XVII-XIX веках одним из самых популярных источников для искусственных зубов были зубы павших на поле битвы. За особое качество материала в историю вошел бренд «Зубы Ватерлоо», ведь в том сражении пало много молодых солдат со здоровыми зубами. 28. В пуританской Англии XIX века из общественной жизни старательно изгонялось все, что могло показаться хоть сколько-нибудь откровенным. Так, во время концертов на ножки роялей надевали чехлы, чтобы никто, глядя на эти голые ножки, не задумался о чем-нибудь непристойном. 29. Современная стоматология имеет очень небольшой возраст. На протяжении средних веков и части XIX века ей занимались представители других профессий, чаще всего доктора общего профиля и парикмахеры. Хотя все мастерство парикмахеров проявлялось только в удалении зубов. 30. В Корее взросление человека на год происходит не в день рождения, а 1 января. Когда рождается ребенок, его возраст автоматически считается 1 год, округленное время в утробе матери, а 1 января следующего года ему становится 2 года. Учителям и воспитателям маленьких детей важно уточнять, какой возраст им сказали, корейский или применяемый во всем остальном мире. 31. За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу, только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате издания и ценности благополучно сохранились. 32. В средневековой Чехии населенный пункт, чтобы получить статус города, должен был самостоятельно вершить суд, иметь таможню и пивоваренный завод.
33. В начале 20 века в Тибете взималось около 2000 видов государственных налогов, включая налог на свадьбу, на рождение детей, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить в барабаны. В 1926 году Тибет начал создавать армию, срочно требовались деньги, а все обычные налоги уже были. Тогда Далай-лама ввел налог на уши. 34. Дата-центр IBM в швейцарском городе Уитикон, построенный в 2008 году, подогревает воду в местном бассейне за счет отвода тепла от массива серверов. 35. Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли в детстве был известен в своей деревне как талантливый предсказатель по линиям на ладонях. 36. В 1927 году был запатентован флюороскоп для обувных магазинов, поступивший в американские и европейские салоны. Покупателю делали рентгеновский снимок ног, по которому было очень удобно подбирать обувь. Однако после многочисленных жалоб на ущерб здоровью от ударной дозы радиации, все аппараты были отозваны и уничтожены. 37. Среди многочисленных изобретений Леонардо нашлись также чертежи робота, который был запрограммирован имитировать человеческие движения, приподниматься и садиться, двигать руками и шеей, и имел анатомически правильное строение челюсти. Неизвестно, была ли разработка осуществлена. 38. Содержание золота в пепле, образующемся от сжигания сухого осадка канализационных отходов японского города Сува, более чем в 50 раз выше аналогичных показателей лучших золотоносных шахт. Специалисты объясняют этот факт тем, что в городе расположилось много заводов электроники, при производстве которой широко применяются золото и золотосодержащие сплавы. Установки по извлечению драгоценного металла уже работают. 39. Когда Пугачев вышел на Волгу, информацию об этом русское правительство тщательно скрывало от иностранных дипломатов. Однако германский посол граф Сольмс догадался об этом по отсутствию в торговых лавках черной икры. 40. В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров. 41. Когда союзники готовились к высадке в Европе, они в условиях дефицита металла всерьез рассматривали проект постройки флота огромных авианосцев изо льда. Дело дошло до реального прототипа уменьшенной копии авианосца из замороженной смеси воды и опилок. Однако большие подобные корабли так и не были построены. 42. Гора Арарат, которая является символом Армении и изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. 43. При съемках голливудского фильма «Мухаммад» посланник Бога режиссер должен был соблюсти запрет ислама на изображение пророка и воспроизведение его речи. Все сцены с участием Мухаммеда были сняты от лица пророка и были немыми, а сказанные им слова повторяли другие герои фильма в других сценах. 44. Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в ее ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни. 45. Когда французскую королеву Марию Антуанетту вели к гильотине, она наступила на ногу палачу. «Извините меня, я сделала это нечаянно», эта фраза стала ее последними словами. 46. В 1950 году в одной из церквей американского штата Небраска прогремел взрыв, случившийся предположительно из-за утечки газа. Взрыв произошел вскоре после начала занятия у церковного хора. Все 15 участников хора в тот день опоздали к началу по самым разным причинам, чего никогда раньше не случалось, и благодаря этому остались живы. 47. Платина в переводе с испанского буквально означает «серебришко».
Объясняется такое пренебрежительное название, данное этому металлу конкистадорами, исключительной тугоплавкостью платины, которая не поддавалась переплавке, долгое время не находила применения и ценилась вдвое ниже, чем серебро. Сейчас на мировых биржах платина дороже серебра примерно в 100 раз. 48. В романе Льва Толстого Анна Каренина совершила непоправимое с поездом на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в железнодорожный. 49. Столица Киргизии Бишкек была переименована в 1926 году в честь родившегося здесь революционера и полководца Фрунзе, чей отец, молдаванин по национальности, находился здесь на военной службе. Это причинило большие неудобства жителям страны, ведь в киргизском языке отсутствовал звук «ф», поэтому киргизы произносили это название как Прунзе. 50. Еще в древности разные народы использовали принципы, которые применяются в современном детекторе лжи для определения вины подозреваемого. Китайцы заставляли набрать в рот горсть риса и затем выплюнуть его. Арабы заставляли лизнуть нагретый клинок. Если рис был сухим или подозреваемый получал ожог от клинка, значит перед этим у него пересыхало во рту, что свидетельствовало о виновности. 51. Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей – Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. 52. Однажды несколько жителей города Клозамены, прибыв в Спарту, совершили наглый поступок. Вымазали сажей кресла эфоров, членов высшей коллегии города. Узнав об этом, эфоры не показали своего возмущения, а призвали глашатая и велели ему объявить приказ. Клозаменцам разрешается вести себя непристойно. 53. В Древнем Риме существовала традиция давать личное имя только 4 старшим сыновьям, а остальным в качестве личного имени могли служить порядковые числительные Quintus 5, Sextus 6, Septimus 7 и так далее. Со временем эти имена стали общеупотребительными, и как следствие человек, носящий имя Секст, не обязательно был 6-м сыном в семье. 54. Основатель нового поселения около источника минеральных вод, пожелав, чтобы оно стояло последним в списке географических имен США, назвал его Зискс. 55. В 1788 году Наполеон, будучи поручиком, пытался поступить на русскую службу, но получил отказ руководившего набором волонтеров для участия в войне с Турцией генерал-поручика Заборовского. Буквально за месяц до прошения Наполеона был издан указ о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не согласился. 56. В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в своем роде, в нем размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось удержать оборону. 57. Граф Потемкин предлагал Екатерине II выписать у английского правительства каторжников для освоения причерноморских степей. Царица всерьез увлеклась этой идеей, но сбыться ей было не суждено, а английских каторжников стали отправлять в Австралию. 58. Майкл Джордан на церемонии награждения американской баскетбольной сборной с золотыми медалями Олимпиады 1992 года в Барселоне стоял на пьедестале, завернувшись в американский флаг. Это было вызвано не только патриотическими чувствами, но и контрактом спортсмена с компанией Nike, так как на форме сборной стоял логотип Reebok. 59. Ван Гог отрезал себе не целое ухо, а только кусочек его мочки, что практически не больно.
Однако до сих пор широко распространена легенда, что художник ампутировал себе все ухо. Эта легенда даже отразилась в характеристике поведения больного, который оперирует себя сам либо настаивает на определенной операции. Его назвали синдромом Ван Гога. 60. Царь Алексей Михайлович запретил использование табака под страхом смертной казни. Правда, не из-за вреда для здоровья, а из-за пожароопасности. Считали, что именно это вызвало московский пожар 1634 года. 61. Специалисты Пентагона для обнаружения взрывчатых веществ по запаху иногда используют тренированных пчел. 62. В резьбе кафедрального собора города Саламанка, Испания, построенном в XII веке, можно обнаружить фигуру космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь нет. Фигура была добавлена в 1992 году при реставрации одним из мастеров в качестве подписи. Он выбрал космонавта как символ XX века. 63. Петух Майк прожил 1,5 года после того, как в 1945 году американский фермер лишил его головы. У петуха осталось основание мозга и одно ухо. Когда фермер заметил, что петух до сих пор не скончался, то решил заботиться о нем, вводя молоко и зерно напрямую через пипетку. Майк обрел славу после начала его демонстраций по всей стране, его подлинность задокументирована. А умер петух только из-за того, что хозяин забыл еду и шприц для очистки пищевода на месте проведения очередного показа. Многие пытались повторить этот опыт, но ни одна другая курица не прожила больше 2 дней без головы. 64. Франц Кафка опубликовал при жизни только несколько рассказов. Будучи тяжело больным, он попросил своего друга Макса Брода сжечь после смерти все его работы, включая несколько неоконченных романов. Брод эту просьбу не выполнил, а наоборот обеспечил публикацию произведений, принесших Кафке всемирную славу. 65. Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь английского ученого Джона Дальтона, впервые описавшего этот дефект. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет. 66. Гимн королевской семьи Таиланда, который был официальным гимном страны до 1932 года, написан на музыку русского композитора Петра Щуровского. 67. Шоколадки Kit Kat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «китта кацу» – «непременно победить». 68. Джордано Бруно был сожжен католической церковью не за научные, а именно поддержку коперниковской гелиоцентрической теории, а за антихристианские и антицерковные взгляды, например, утверждение о том, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом. 69. Рыбы под названием илистые прыгуны могут не только ходить по земле, но даже влезать на деревья. 70. Образовательный фонд Джеймса Рэнди занимается исследованиями мистификации и экстрасенсорики и гарантирует премию в $1 миллион любому, кто сможет продемонстрировать сверхъестественные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. С 1996 года ни один претендент не смог добиться получения премии. 71. Инквизиция заставила Галилея отречься от своих слов о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Но своих убеждений ученый не поменял. Однако знаменитую фразу «и все-таки она вертится» он не произносил. Этот миф сочинил через 100 лет итальянский журналист. 72. Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, которое вырабатывают живущие на поверхности Земли цианобактерии и актинобактерии. 73. Жуя сельдерей, человек тратит больше калорий, чем получает от его переваривания.
74. Многие источники утверждают, что песню «В ополе береза стояла» написал татарский поэт Нигмат Ибрагимов. Однако эта песня все-таки является русской народной. Самая ранняя публикация текста песни относится к 1790 году, а вариация Ибрагимова «Русская песня» напечатана лишь в 1825 году. Из его стихотворения в современный текст песни вошли только припевные формы «люли-люли стояла». Путаницу с авторством усилило и стихотворение, которое приписывается Евтушенко. К сожалению, мало известно, но достоин тот факт пьедестала, что татарином создана песня «В ополе березонька стояла». 75. Магеллан абсолютно не предполагал совершить кругосветную экспедицию. Он лишь хотел найти западный путь к Малукским островам и возвратиться назад. Лишь угроза нападения португальцев заставила один из кораблей продолжать следовать на запад и в итоге обогнуть земной шар. Сам же Магеллан погиб в сражении на Филиппинах в ходе плавания. 76. Ежи из-за своих игл собирают клещей больше, чем любые другие зверьки. Этот же иглистый покров мешает ежам избавляться от клещей. Специалисты-паразитологи даже стали использовать ежей для количественного учета клещей в природных очагах энцефалита и ввели особую единицу учета ежечас, означающую количество клещей, собранных ежом на себя за 1 час пробега по лесу. 77. Сословие самураев в средневековой Японии состояло не только из мужчин. В него также входили женщины-воительницы Онна Бугайся. Обычно они не участвовали в сражениях, но имели вооружение для защиты дома. 78. Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями. 79. Когда английского физика Поля Дирака в 1933 году наградили Нобелевской премией, он хотел отказаться от нее, так как ненавидел рекламу. Однако Резерфорд все же уговорил коллегу получить награду, так как отказ стал бы еще большей рекламой. 80. Почтовый код Санта-Клауса в Канаде записывается как «хо-хо-хо». 81. В Рождество 1914 года, во время Первой мировой войны, немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось. 82. Во время Отечественной войны 1812 года были нередки случаи лишения жизни и ранения офицеров русской армии от своих же солдат, особенно вечером и ночью, из-за привычки офицеров говорить между собой по-французски. 83. Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нем выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число Исаак Ньютон. Причем первоначально он различал только 5 цветов – красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетовый, о чем и написал в своей оптике. Но впоследствии, стремясь создать соответствие между числом цветов спектра и числом основных тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил еще 2 цвета. 84. Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он слишком толстый. Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом, он изобрел чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана. 85. Флаг Мозамбика – единственный в мире, на котором есть изображение автомата Калашникова. Автомат также помещен на герб Мозамбика, а еще на гербы Зимбабве и Восточного Тимора. 86. Чистые пруды в Москве раньше назывались погаными прудами, так как сюда сбрасывались отходы.
В начале XVIII века пруд вошел в состав московского имения князя Меншикова, был вычищен и получил современное название. 87. Шахматная фигура ферзь изначально ходила только на одну клетку по диагонали. В XV веке значение фигуры сильно возросло, она стала ходить так, как привычно нам. На Западе даже изменилось официальное название фигуры на королеву, тогда как ферзь – это премьер-министр. 88. Шляпы Панамы являются национальным головным убором жителей не Панамы, а Эквадора. Они стали известны в Европе и США во время строительства Панамского канала, поэтому и получили название Панама. 89. Язык басков, живущих на севере Испании, не родственен ни с одним из живых языков и не входит ни в одну языковую группу. Такими же характеристиками обладает корейский язык. 90. Большинство купюр американских долларов имеют на себе следы одного запрещенного вещества. Однако это не означает, что все они использовались для употребления этого вещества. Его частички передаются с одной купюры на другую при их контакте в бумажниках. 91. По распространенному мнению, кенгуру и страус-эму не могут ходить назад. Именно поэтому эти животные изображены на гербе Австралии как символ движения вперед прогресса. 92. Когда у нашедшего Трою археолога Шлимана родился сын, его православная жена настояла на крещении ребенка. Во время церемонии крещения Шлиман захотел проверить температуру воды и погрузил в нее термометр, что вызвало сильное негодование священника. Только путем долгих уговоров со стороны жены воду заменили и довели церемонию до конца. 93. Среди жителей Южной Кореи очень широко распространен миф о том, что человек может лишиться жизни ночью в комнате с работающим вентилятором. 94. В 2007 году власти Шотландии провели конкурс на новый слоган для страны. Приз в размере 125 тысяч фунтов получил автор слогана «Welcome to Scotland». 95. Фраза «элементарно», Ватсон, которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных книгах Артура Конана Дойла. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «elementary» в рассказе «Горбун», единственный случай произнесения данного слова Холмсом за всю библиографию. 96. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Препятствует этому мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями, и посылает в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из этого правила может являться щекотание неба языком. И я сейчас даже догадываюсь, что многие из вас стали делать. 97. До 1887 года все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. Низкий старт придумал американский спринтер Шерил после наблюдений за кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле. Когда он, несмотря на протест судьи и насмешки зрителей, применил новый способ, сразу же выиграл забег. 98. Момент – так называлась средневековая английская мера времени, равная 1,5 минутам. 99. В 1992 году Папа Римский Иоанн Павел II произнес речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие ученому приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного Писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал, что Земля вращается вокруг Солнца. 100. Раньше пятница была свободным от работы днем, а как следствие базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги.
С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят, у него 7 пятниц на неделе. 101. Расположенное в Азербайджане село Ченлибель до 1991 года называлось Чердахлу и имело армянское население. В военные годы на фронт из села ушло 1250 человек. Из них 2 стали маршалами, 12 – генералами, 7 – героями Советского Союза. 102. Отец Гели Маркизовой, сидящий на руках у Сталина в знаменитом плакате «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», был расстрелян, а мать вместе с Гелей отправлена в ссылку. После чего надпись на сделанных по фотографии скульптурах поменяли со «Сталин и Геля» на «Сталин и Мамлакат», сочинив, что эта девочка на самом деле пионерка Мамлакат Нахангова. 103. Розовая окраска фламинго дана им не с рождения, а происходит от употребляемых в пищу маленьких красных рачков или водорослей, в которых содержится каротиноид. 104. Роман о приключениях Робинзона Круза имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске. 105. Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямки первым, называли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. 106. Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы, близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово «тариф» вошло во всеобщее употребление. 107. Словом «неделя» раньше обозначалось воскресенье, нерабочий день, когда не делают, а потом стало называться «семидневка». Во многих славянских языках такое название сохранилось до сих пор. 108. Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили непоправимое, а именно дзюнси. 109. Продажи напитка «Балтика» в Великобритании начались в 2003 году. При этом данная марка позиционировалась на рынке как суперпремиальная и продавалась по цене $6-7 за пол-литровую бутылку, на 15% дороже бутылки напитка Гиннес. 110. Старейший из сохранившихся мостов Парижа через реку Сену был построен в XVI веке и называется Новый мост. Так получилось потому, что в отсутствие идей для названия было логично назвать новый мост просто новым. А 4 уже существующих к тому моменту моста впоследствии были реконструированы, и их внешний вид изменился. 111. Столетняя война длилась 116 лет, с 1337 по 1453 годы. 112. Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу зверя 666. Из-за этого факта рулетку иногда называют чертовым колесом. 113. Сыр камамбер нужно употребить как можно ближе к дате истечения срока годности, но ни в коем случае после этой даты. 114. Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубова. В X веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт. 115. Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте, и немцы, впечатленные вождением мотоцикла медведицей по имени Девочка, выдали ей настоящие водительские права. Через 10 лет цирк снова приехал в этот город, и администратор решил устроить рекламную акцию, выпустив девочку на мотоцикле на улице города.
Медведица проехала несколько кварталов, остановившись один раз на красном сигнале светофора. А затем все-таки ударила в бампер «Мерседес» администратора, хотя авария случилась по вине какого-то лихача на «Фольксвагене». 116. Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищенный его игрой местный журналист узнал имя артиста и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза, скрипача Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку и с гордостью показывал ее знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый. 117. Изучающие русский язык англичане для успешного усвоения трудной фразы «я люблю вас» могут пользоваться мнемоникой Yellow Blue Bass. 118. Кельты настолько сильно верили в загробную жизнь, что могли одолжить деньги с условием их возвращения в ином мире. 119. В 1924 году братья Адольф и Рудольф Дасслеры основали фирму, которая быстро стала одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви. Однако после Второй мировой войны они поссорились и разделили компанию пополам. Адольф назвал свою фирму Adidas от Ади Даслер, а Рудольф – Руда от Руди Даслер, несколько позже переименовав ее в Puma. Немецкий городок, где базируются две эти фирмы, и по сей день расколот на две половины, жители которых недолюбливают друг друга. 120. Раз в год между двумя островами южнокорейского уезда Чинда расступается море, обнажая проход длиной 2 километра и шириной 40 метров. В течение часа местные жители и туристы, многие из которых ассоциируют это явление с библейской притчей о расступившихся перед Моисеем водах Красного моря, гуляют по открывшейся суше и собирают попавшие в эту ловушку морские деликатесы. 121. Слова «бык» и «пчела» однокоренные. Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово «пчела» писалось как «б» твердый знак «чела». Чередование букв твердый знак «ы» объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука «у». Если вспомнить диалектный глагол «бучать», имеющий значение «реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам «пчела», «букашка» и «бык», то становится ясным, что общее значение этих существительных было производящие определенный звук. 122. При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн, благо гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии. Именно поэтому танки так называются, от английского tank – бак, цистерна. Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину лохань. 123. В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдет ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полета код ему все-таки сказали. 124. В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезливыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио, а впоследствии и телесериалами, закрепилось выражение «мыльная опера». 125. В водах Антарктики обитают ледяные рыбы или белокровки. Это единственный вид позвоночных, в крови у которых нет эритроцитов и гемоглобина, поэтому кровь ледяных рыб бесцветна.
Их метаболизм основан только на кислороде, растворенном непосредственно в крови. Такое строение кровеносной системы позволило белокровкам существовать в среде обитания с температурой ниже точки замерзания воды. 126. После гибели 3 космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» был сокращен до 2 человек. Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал незримым 3-м членом экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и практическое применение. На примерах из фильма «Космонавтов» учат работе с камерой и построению плана съемки. 127. Английский математик Абрахам де Муавр в престарелом возрасте однажды обнаружил, что продолжительность его сна растет на 15 минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил дату, когда она достигла бы 24 часов, 27 ноября 1754 года. В этот день он и умер. 128. Георгий Миляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Миляру только для роли Кощея Бессмертного, актер был худым от природы. Вдобавок к этому во время Второй мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов. 129. В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до 1 числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по 1 число». 130. Укус овец, мангустов и осьминогов, прямоугольные зрачки. 131. Слово «спам» появилось в 1936 году. Под такой маркой американская компания выпустила острые мясные консервы Spiced Ham. Чтобы сбыть их запасы не первой свежести после Второй мировой войны, была проведена массированная рекламная кампания, ставшая эталоном назойливости после скетча труппы Монти Пайтон. В 1986 году в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва Родоса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то провел аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово «спам» закрепилось в новом значении. 132. Мнение о том, что древнеримские зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побежденного, направляя большой палец вверх или вниз, ошибочно. Оно возникло после появления картины «Паллайс Версоу» художника Жана Леона Жерома, который неправильно перевел латинский текст. На самом деле, отогнутый в любом направлении, вверх или вниз, большой палец означал смерть для побежденного, символизируя обнаженный меч. А чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак, намекая на меч, спрятанный в ножны. 133. Один из лучших скрипачей, американец Джошуа Белл, 12 января 2007 года согласился принять участие в эксперименте. Утром на протяжении 45 минут он играл в вестибюле станции метро под видом обычного уличного музыканта. Из 1000 прошедших мимо людей только 7 заинтересовались музыкой. 134. 20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пеньор бур по ошибке пробил дыру в одну из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива, связанного с Пеньором каналом. Через некоторое время озеро из пресного превратилось в соленое, максимальная глубина его увеличилась в 100 раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема.
135. Только в русском языке и некоторых языках бывших советских республик знак «коммерческое эт» называют собачкой. В других языках чаще всего коммерческое эт называют обезьянкой или улиткой. Встречаются и такие экзотические варианты, как штрудель на иврите, сельдь под маринадом в чешском и словацком, лунное ухо в казахском. 136. Компьютерная программа для записи дисков Projega Nero Burning Chrome получила свое название не случайно. Это каламбур в буквальном переводе Нерон, жгущий Рим, напоминающий о римском императоре Нероне. Ему приписывали поджог, приведший к Великому Римскому пожару. 137. 20 марта 1976 года игрок Астон Виллы Крис Никол в матче против Лестер Сити забил по 2 мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счетом 2-2. 138. Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли завещал положить в свой посмертный склеп футбольный мяч, гитару Лес Пол, Библию и сверток одного запрещенного вещества. 139. Во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапаната. Маневр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. 140. В середине XIX века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, инженеры Гюстава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой башни. 141. Законодательство ЮАР допускает любую степень самообороны, если речь идет об угрозе жизни или имуществу человека. Для защиты автомобилей от угона здесь популярны капканы, электрошокеры и даже огнеметы. 142. Знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу Кузькину мать» на ассамблее ООН перевели буквально «Кузмас-Мазер». Смысл фразы был совершенно непонятен, и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «Кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. 143. Изначально каждая штанина была отдельным предметом и крепилась к верхней одежде веревками, поэтому в большинстве языков штаны и брюки являются существительными множественного числа. 144. Имя Светлана не является исконно славянским. Оно было придумано и впервые использовано поэтом Востоковым в романсе «Светлана и Мстислав», а широкую популярность получила после выхода в свет баллады Жуковского «Светлана» в 1813 году. 145. Испанский футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао, центра страны басков на севере Испании, комплектуется только местными футболистами или игроками из других стран с баскскими корнями. 146. Канарейки очень чувствительны к содержанию в воздухе метана. Эту особенность использовали в свое время шахтеры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с канарейкой. Если пение давно не было слышно, значит, следовало подниматься наверх как можно быстрее. 147. Метрополитен Нью-Йорка состоит из двух несовместимых сетей, построенных разными компаниями. 148.
Мощи святого Марка были выкрадены венецианскими купцами из Александрии в большой корзине, покрытой сверху свиными тушами. Мусульмане даже при таможенном досмотре не могли дотронуться до них. 149. На архипелаге Огненная земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев. 150. На момент написания своей знаменитой 9-й симфонии Бетховен был абсолютно глух. 151. На старинном гербе Иркутской области был изображен бабр, так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка, вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. 152. Название украинской валюты гривна происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее, на загривке. 153. Невьянская наклонная башня, расположенная на территории нынешней Свердловской области, была оснащена молниеотводом за четверть века до того, как он был сконструирован Бенджамином Франклином. 154. Однажды русский царь завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились, он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни. 155. Многие древнегреческие мыслители, включая Демосфена, Демокрита, Сократа, Аристотеля и Гиппократа, участвовали в Олимпийских играх. Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон выигрывал соревнования по древнему единоборству Панкратиону. 156. Первое гетто появилось в Венеции в XVI веке. Городские власти решили поселить всех евреев на острове, где также находился литейный завод, от работы которого оставались залежи шлака. Именно от названия шлака на венецианском языке по наиболее распространенной версии место районирования евреев и получило свое название. 157. Панцирь черепахи состоит из щитков, на каждом из которых растут годовые концентрические кольца. По ним, подобно кольцам деревьев, можно определить возраст черепахи. 158. Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения. 159. Первоначально зонд служил для защиты от солнца. Как укрытие от дождя зонд впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 1750 году. 160. По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь Иисуса, умыл руки перед толпой согласно заповедям Моисея и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего». Отсюда произошло выражение для снятия с себя ответственности «я умываю руки». 161. По иронии судьбы, официальный сайт фильма «Хакеры» был взломан неизвестными хакерами, а оригинальная версия сайта была утеряна. 162. По приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, которые подавались на торжественных обедах императору и самым почетным гостям. Другие гости при этом пользовались приборами из традиционных драгоценных металлов, золота и серебра. 163. Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году. 164. С конца XIX века среди аборигенов островов Меланезии стал распространяться культ карго. Вера, что западные товары посланы им духами предков, а белые люди незаконно владеют ими.
Культ усилился после Второй мировой войны, когда острова стали театром военных действий и промышленные товары, карго, для снабжения американской армии перепадали и местным жителям. Когда война, а вместе с ней и поток грузов закончились, аборигены принялись строить из дерева и соломы точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек и проводить подобие военных маршей. Однако транспортные самолеты это так и не привлекло, и постепенно культы карго в Меланезии сошли на нет. 165. После полета в космос Юрий Алексеевич Гагарин получил в подарок от Совета министров СССР «Черную Волгу» с номерами 7878 МОД. Машина выставлена в стеклянной витрине музея Гагарина и является одним из главных экспонатов. Внутрь, понятное дело, не попасть, но даже через стекло можно увидеть особую голубую отделку интерьера, хотя в остальном это была совершенно обычная «Волга». Именно ее Гагарин использовал для большинства поездок, и с этим связана одна из множества легенд. Мол, машина постоянно ломалась, и когда об этом узнали на ГАЗе, забрали ее на завод и перетряхнули всю технику чуть ли не за ночь. Юрий Алексеевич жест оценил, но на всякий случай купил еще одну «Волгу», а эту поставил в гараж. Новая машина якобы имела бежевую окраску и красивые номера 1204 ЮАК, дата полета и инициалы космонавта. Но это чистый вымысел, не подкрепленный никакими свидетельствами. До самой гибели первый космонавт СССР ездил именно на том черном седане, который стоит в музее. 166. Последние слова, произнесенные умирающим Эйнштейном, остались неизвестны, сиделка не понимала по-немецки. 167. При родах жираф падает на землю почти с 2-метровой высоты. 168. Прибыв к северному побережью Южной Америки, в лагуне Маракайбо конкистадоры увидели построенные на сваях и соединенные между собой мостиками индейские хижины. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный поселок Маленькой Венецией, по-итальянски Венесуэлой. 169. Притяжательное прилагательное «шарашкина» образовалось от диалектного «шарань», «шваль», «голытьба», «жульё». Выражение «шарашкина контора» сперва означало буквально «учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня применяется для обозначения просто несолидной конторы. 170. В Первой мировой войне погибло 14 миллионов человек, а за тот же срок не меньше 20 миллионов умерло от эпидемии испанского гриппа. 171. Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали. Подобный трюк проделали герои фильма «Однажды в Америке». 172. В оригинальной шкале Цельсия температура замерзания воды принималась за 100 градусов, а кипение воды – за 0. Эта шкала была перевернута Карлом Линнеем и в таком виде используется до нашего времени. 173. В повести Лескова запечатленный ангел старовер проходит с одного берега реки на другой, по цепям недостроенного моста во время бурного ледохода, чтобы вернуть из монастыря конфискованную у старообрядцев икону. По утверждению автора, сюжет основан на реальных событиях, только там фигурирует каменщик, а ходил он не за иконой, а за более дешевым алкогольным напитком. 174. В Саудовской Аравии нет ни одной постоянно текущей реки. 175. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе». 176.
В Татьянин день швейцары ресторанов «Стрельна» и «Яр» писали адрес студентов мелом на их спинах. Когда студент напивался до бесчувствия, извозчик знал, куда его везти. 177. В ходе денежной реформы 1535 года на Руси изображение всадника с саблей на монетах было заменено на изображение великого князя с копьем. Позже такие монеты прозвали копейками. 178. В штате Индиана в 1897 году был выпущен билл, законодательно устанавливающий значение числа π равным 3,2. Данный билл не стал законом благодаря своевременному вмешательству профессора университета. 179. Винтовые лестницы в башнях средневековых замков строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся по часовой стрелке. Это делалось для того, чтобы в случае осады замка защитники башни имели преимущество во время рукопашной схватки, так как наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево, что было недоступно атакующим. Однако если большинство мужчин в роду были левшами, то они строили замки с обратной закруткой. Например, крепость графов Валенштейнов в Германии или замок Фернихерст в Шотландии. 180. Високосный год ввел Гай Юлий Цезарь. 24 февраля называлось «шестой день перед мартовскими календами», а дополнительный день пришелся на следующие сутки и стал вторым шестым днем по-латински bis sextus, откуда и произошло слово «високосный». 181. Во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Отсюда, по одной из версий, произошло выражение «Москва слезам не верит». 182. Во время Второй мировой войны статуэтки Оскара изготавливались из гипса. После окончания войны все обладатели гипсовых наград смогли заменить их на обычные металлические с позолотой. 183. Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха. 184. Вольфганг Амадей Моцарт начал сочинять музыку в 5 лет. 185. Выражение «кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его автор – сценарист одноименного фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «взявший меч, мечом погибнут». 186. Гай Юлий Цезарь с удовольствием пользовался присвоенным ему правом постоянно носить лавровый венок, так как быстро лысел. 187. Из-за огромного разнообразия формы снежинок считается, что двух снежинок с одинаковым узором не существует. По мнению некоторых физиков, вариантов таких форм больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. 188. Для пропаганды картофеля среди французов в конце XVIII века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь стража удалялись, позволяя людям, так сказать, украсть клубни. 189. Древние греки занимались физическими упражнениями, а также соревновались на олимпиадах без одежды. 190. Если тело взрослой губки продавить через сетчатую ткань, то все клетки отделятся друг от друга. Если затем поместить их в воду и перемешать, полностью разрушив все связи между ними, то спустя некоторое время они начинают постепенно сближаться и воссоединяются, образуя целую губку, сходную с прежней. 191. Женщины североавстралийского племени Тиви выдаются замуж при рождении. 192.
за большие заслуги в Первой мировой войне. Звание полковника английской армии было присвоено почтовому голубю номер 888, который был похоронен после смерти со всеми воинскими почестями. 193. Заболев, Чехов отправил посыльного в аптеку за касторкой в капсулах. Аптекарь послал ему 2 больших капсулы, которые Чехов возвратил с надписью «Я не лошадь», получив автограф писателя. Аптекарь с радостью заменил их на нормальные капсулы. 194. Ок – самое популярное в мире слово. 195. Амбидекстры – люди, в одинаковой степени владеющие обеими руками. Менее 1% населения всей планеты могут похвастаться этой способностью. 196. Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше 7 раз. 197. Первый прототип факс-машины появился в 1843 году, то есть раньше, чем первый телефон. 198. Единственная причина, по которой вы способны увидеть этот ролик, состоит в том, что сотни километров кабелей стекловолокна лежит на дне океана. 199. Смазка в ваших коленях является одним из самых скользких веществ, известных человеку. 200. В пустыне Сахара однажды, 18 февраля 1979 года, шел снег. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 201. Левое полушарие имеет в своем составе на 186 миллионов нейронов, нервных клеток, больше, чем правое. 202. В казино Лас-Вегаса нет часов. 203. Германия была первой страной, использовавшей для движения самолетов ракетные двигатели. Это произошло во время Второй мировой войны. 204. В течение многих лет ученые и медики считали, что шум в ушах – это особенность строения механики уха, но недавние исследования выявили, что на самом деле шумы появляются после обработки сигнала мозгом. 205. Дельфины способны узнавать себя в зеркале. 206. Когда вы вспоминаете какое-то событие в прошлом, вы вспоминаете не само событие, а скорее последний раз, когда вы его вспоминали. Другими словами, у вас воспоминания воспоминаний. По этой причине воспоминания людей часто неточны. 207. Из статистики доподлинно известно, что левши умирают в среднем на 9 лет раньше правшей. Исследования ученых показали, что левши больше всего талантливы в математике, архитектуре, пространственной осведомленности. Правши, как правило, более талантливы в общении. 208. В период развития детей до 6 лет обе руки иногда бывают развиты в одинаковой степени. 209. Испуганный человек видит лучше. 210. Водители убивают больше оленей, чем охотники. 211. Фэн-шуй изначально – искусство украшения могил.
212. При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце. 213. Утиное кряканье не дает эха. 214. Самое большее количество отжиманий за раз – 46 001. 215. Змея может спать в течение 3 лет. 216. Длина волос на голове, отращиваемых человеком, в течение жизни в среднем 725 километров. 217. Золото – это настолько редкий металл, что за 1 час в мире находят больше железа, чем за всю историю нашли золото. 218. Сердце синего кита размером с Volkswagen Жук. 219. 1 миллиард секунд – это примерно 37 лет. 220. Язык хамелеона вдвое длиннее его тела. 221. Майкла Джордана на 2-м курсе колледжа не взяли в баскетбольную команду из-за маленького роста. 222. В Кении расходы на взятки составляют 1/3 домашнего бюджета. 223. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров. 224. Гигантские ящерицы комода нападают даже на оленя и кабана. 225. Каждого 4-го американца показывали по телевизору. 226. Половина мужчин не моют руки после посещения туалета. 228. Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранжевым. Красным, а не острым. 229. Для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств орел при выпадении пера из одного крыла теряет такое же перо из другого крыла. 230. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов. 231. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие. 232. В Финляндии существует чемпионат по перетаскиванию жен. Победитель получает количество напитка из хмеля, эквивалентное весу супруги. 233. Орлы спариваются в полете. 234. Аорта имеет диаметр, почти равный диаметру садового шланга. 235. В 1950-х годах советский селекционер Лапин вывел особо крупноплодный сорт лимона. Однако он не получил распространения. Стала знаменитой фраза какого-то чиновника, который заявил по этому поводу: «Советскому народу не нужны лимоны, которые не влезают в советские стаканы». 236. В 267 году готы разорили Афины, но не стали сжигать книги. 237. В Австралии возведен памятник Молли. В 1920-х годах здесь катастрофически распространился южноамериканский кактус, и единственной, кто смогла справиться с ним, стала завезенная аргентинская кактусовая моль, естественный враг растения. 238. В Албании, Болгарии, Греции покачивание головой означает «да», а кивание – «нет». 239. В архивах Нобелевского комитета сохранилось около 60 номинаций Эйнштейна в связи с формулировкой теории относительности, однако премия была присуждена только за объяснение фотоэлектрического эффекта. 240. В большинстве языков мира слово «мама» и «папа» имеют сходное звучание. Это объясняется не единым происхождением всех языков, а тем, что эти слова первые похожие на слова-звуки, которые произносят лепечущие дети. 241. В Древней Греции существовала мелкая монета лепта. В евангельской притче бедная вдова жертвует на строительство храма 2 последние лепты. Из притчи произошло выражение «внести свою лепту».
242. В Древнем Риме государственным преступникам применялось особое посмертное наказание – проклятие памяти. Любые материальные свидетельства о существовании преступника, статуи, настенные и надгробные надписи, упоминания в законах и летописях, подлежали уничтожению, чтобы стереть память об умершем. Это могло касаться и всех членов семьи преступника. 243. В Евросоюзе фруктами законодательно считаются томаты, ревень, морковь, сладкий картофель, огурцы, тыквы, дыни, арбузы и имбирь. Такой закон позволяет легально производить и экспортировать изготовленные из этих растений варенье и джемы, которые, по правилам Евросоюза, могут производиться только из фруктов. 244. В Китае, Корее и Японии число 4 считается несчастливым, так как созвучно слову «смерть». В этих странах этажи с номерами, оканчивающимися на 4, почти всегда отсутствуют. 245. В командных играх ацтеков с резиновым мечом существовала традиция приносить игроков одной из команд в жертву. Насчет того, какая это была команда, победившая или проигравшая, историки спорят до сих пор. 246. В конце XIX века правительство Великобритании, пытаясь защитить английский рынок от низкокачественных импортных товаров, впервые в истории ввело обязательную маркировку для товаров из Германии «Made in Germany». Однако уже в 1920-е годы качество немецких товаров настолько возросло, что эта маркировка превратилась фактически в знак качества. 247. В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племен. Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их. Во Второй мировой для этих же целей американцы применяли язык басков, который очень мало распространен в Европе, за исключением исторического региона страны басков на севере Испании и юге Франции. 248. В одном из музеев немецкого Вуперталя хранится коллекция из нескольких тысяч открыток, изображающих один и тот же пейзаж, но украшенных марками многих стран. Каждому гостю музея служители вручают чистую открытку с просьбой выслать ее обратно после возвращения на родину. 249. Известны 2 случая, когда арбитры показывали красную карточку самим себе. Энди Уэйн, судивший матч Питерборо Норт-Энд против Роял Мэйл, и Мелвин Силвестр на матче Саутгемптон Армс против Херстборн Тарант Бритиш Легион. Первый подбежал к голкиперу после очередного его протеста, но вовремя остановился и решил удалить себя, чтобы не доводить дело до рукоприкладства. А второй нанес несколько ударов игроку после толчка от него. 250. Те, кто спит 6-7 часов, меньше подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спит по 8 часов. Но у спящих менее 5 часов по ночам в 3 раза чаще возникают психические проблемы, чем у тех, кто спит по 8-9 часов. 251. Плутон совершил всего 1/3 оборота вокруг Солнца с тех пор, как был открыт. 252. Язык – вот что является самой сильной мышцей человеческого организма. 253. Отпечатки языка у всех людей индивидуальны. 254. Если бы Земля была размером с бильярдный шар, она была бы более гладкой, было бы меньше колебаний между высокими и низкими точками на ее поверхности. 255. Свидетели мужчины и свидетели женщины по-разному запоминают детали преступлений. Когда преступник, например, выхватывает сумочку, женщины, свидетели запоминают выражение лица жертвы. Свидетели мужчины, наоборот, запоминают грабителя. 256. В Японии есть торговые автоматы, в которых можно приобрести свежеизготовленные макароны. 257. Нет для человека лучшего звука, чем его произнесенное имя.
Первое, что надо запоминать при знакомстве – имя. Не должность, не профессию, а имя. Это основное правило установки хороших отношений. 258. Двигательные отделы правого и левого полушарий ответственны за противоположные друг другу части тела. Каждое полушарие головного мозга командует только принадлежащей ему половиной тела, а вот информацию о состоянии органов и конечностей, а также нервные импульсы получает от обоих. 259. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически. 260. Пот человека не имеет запаха, но так как им питаются бактерии, то запах исходит от продуктов их отходов. 261. У ваших легких такая же площадь поверхности, как у теннисного корта. 262. Не существует способа научно доказать, что мы не являемся частью компьютерной имитации. 263. Нос растет в течение всей жизни человека. 264. В русском и английском языках нет слова для названия обратной части колена. 265. Хорошо прожаренный кофе, так сказать, слабее, чем среднепрожаренный, так как термическая обработка уменьшает концентрацию кофеина в зернах. 266. Человеческое тело испускает больше тепла на единицу объема, чем Солнце. 267. Ежедневно жители США съедают 18 гектаров пиццы. 268. У обезьян и человека любой из зрительных нервов разветвляется в одинаковое количество нервных волокон для обоих полушарий. 269. В незнакомом месте большинство людей делает поворот направо. Поэтому, если вы не хотите оказаться в толпе или стоять долго в очереди, идите налево или занимайте ту очередь, что левее. 270. За границей все уверены, что Чебурашка – это она. 271. Чем спокойнее выглядит человек, тем реже другим людям приходит в голову ему противоречить. Напротив, человек, который отстаивает свою точку зрения с горячностью, рискует встретить хорошо аргументированное и яростное сопротивление. 272. В городе Крескилл в Нью-Джерси все коты и кошки должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда знали об их расположении. 273. На теле одного человека живет больше живых организмов, чем людей на Земле. 274. Один волос может выдержать вес в 3 килограмма. 275. Пипедастры – это не только метелки для смахивания пыли, но и мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд. 276. Магазины имеют целый арсенал психологических уловок. Например, известно, что сменив ценник с персик 25 центов за штуку на персик, $1 за 4 штуки, можно увеличить продажи ровно в половину. 277. На Солнце происходят огненные вихри, превосходящие по размерам Землю. 278. Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе. 279. Акулы могут представлять опасность даже до своего рождения. Так ученый Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом в то время, когда он исследовал внутренности беременной акулы. 280. Ни один из ваших предков не умер до того, как успешно произвести на свет потомство. 281. В магазинах одежды покупательницы женщины прежде всего обращают внимание на полки и вешалки, на которых царит беспорядок. Подсознательно им кажется, что именно там находится все самое интересное. 282.
память человека способна сохранить 90% из того, что он делает, 50% из того, что он видит, и 10% из того, что он слышит. 283. Если человек съест 2 килограмма грецких орехов, у него пропадет чувство голода на 2 дня. 284. Мороженое было изобретено в Китае, в Европу его привез Марко Поло. 285. Жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие. 286. Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят. 287. В XII веке европейцы считали, что птицы растут на деревьях, как листья. 288. Дельфины единственные, кто использует мозг активнее людей. 289. Среднестатистическая женская коса состоит примерно из 200 тысяч волос и может выдержать более 20 тонн. 290. Самая большая картофелина в мире весила 11 килограммов. 291. 85% людей хоть раз видели такой реалистичный сон, что, проснувшись, не могли понять, сон это или явь. 292. В Японии в школьной программе есть уроки любования природой. 293. У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека. 294. Если разрушить связь между полушариями мозга, они образуют 2 самостоятельных «я» с различными импульсами, желаниями и способностями, 2 полноценные личности в одном теле. 295. За 1 секунду невозможно моргнуть более 3 раз. 296. В темном шоколаде содержатся вещества, которые способствуют улучшению умственной деятельности и даже повышают настроение, что приводит к более целенаправленному и счастливому мироощущению. 297. Кофе, второй по рейтингу продаж во всем мире, его обходит только нефть. 298. Примерно у 20 миллионов человек день рождения в тот же день, что и у вас. 299. Птицы – потомки динозавров, которые в свою очередь происходят от рептилий. Самый близкий родственник птиц среди рептилий – крокодил. 300. Большинство зрителей попытались моргнуть за секунду более 3 раз. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 спокойными фактами, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Когда японская компания оказывается в тяжелом положении, первый, кому урезают зарплату, ее президент. Вот такими у нас получились 300 спокойных фактов, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.